зовут Валерия Хилько, я журналист компании Small Expo. Сегодня мне будет помогать мой коллега Иван, переводчик с английского. И сегодня 11 декабря, это значит, что у нас на повестке дня доклад нашего уважаемого спикера из солнечного Вьетнама на тему «Менеджмент парка. Как создать успешную команду с нуля до 100% успеха». Регламент выступления 45-50 минут, после чего вы сможете все задать вопросы, какие вас интересуют. Для этого я сейчас дам немного технической информации, чтобы настроить звук, интерфейс. Для этого у вас есть специальный значок в верхнем левом углу экрана в виде шестеренки. Чтобы задать вопрос нашему спикеру, также есть специальное поле под названием «Чат». Там вы пишете вопрос спикеру, двоеточие, и формулируйте как можно четче ваш вопрос. Также вы можете задать вопрос модератору по всем техническим проблемам, какие у вас могут возникать. Для этого пишем вопрос модератору, двоеточие, сам вопрос. Итак, я напоминаю, что тема нашего вебинара «Менеджмент парка. Как создать успешную команду с нуля до 100% успеха». Немного вводной информации. Каждое заведение, каждое учреждение в нашем бизнесе желает предоставлять как можно более высококлассный сервис, во всяком случае обещает это. Но на деле лишь немногие добиваются этой цели. Джон Шон МакГеог – это эксперт и тренер индустрии аттракционов и развлечений, а также специалист по управлению персоналом, расскажет нам сегодня, как добиться высочайшего уровня сервиса от всех членов вашей команды. Что ж, передаю слово нашему спикеру. Спасибо. Okay, Sean, you can. Good day, everyone, and thank you for taking the time to listen to this webinar. This says a lot about how much you care about your business achieving success. Добрый день, дорогие друзья. Спасибо всем большое за то, что присоединились к нам. И я хочу сегодня рассказать о том, как добиться успеха в бизнесе. I hope that you can forgive me for not speaking Russian, but bear with me as we engage in what is a really valuable topic for your attraction with the help of our translator. Я прошу прощения за то, что я не умею говорить по-русски. Это очень, конечно, важная тема, но я надеюсь, что все будет хорошо, и переводчик сможет правильно передать все тонкости этого моего доклада. My name is Sean МакГеог. I have many years experience designing and delivering training at theme parks, water parks, family entertainment centers, and retail environments around the world. I've managed the service experience of guests. I've had successes and I've had failures. I've learned from those mistakes, and now I'm very passionate about ensuring businesses within the attractions industry get it right. Меня зовут Шон МакГеог, и я обладаю очень большим опытом в индустрии развлечений. Я строил много развлекательных объектов по всему миру, начиная от развлекательных центров, заканчивая парками аттракционов. И у меня были как успешные дни, так и ошибки, но для того, чтобы все-таки стать успешным, нужно придерживаться определенных стратегий, которые мы сегодня с вами рассмотрим. This photograph is taken when I was working on the opening team for Ferrari World in Abu Dhabi, and I had many responsibilities, one of which was to take charge of the service excellence for our guests. Вы сейчас можете меня видеть на фотографии напротив парка Ferrari в Абу-Даби, и я отвечал за то, чтобы поднять качество обслуживания сотрудников в этом парке. When we opened a new park with prototype rides, things were bound to go wrong and rides would continually break down. But one thing didn't break down, and that was the exceptional service experience that was offered by our employees. They got it right every single time.
Когда мы открыли наш парк, то у нас было, конечно, несколько проблем. Часто ломались аттракционы, горки и другие развлекательные объекты. Но одна вещь, которую нам всегда удавалось воплотить в самом лучшем виде, это услуги и качество обслуживания нашего персонала. When we opened Ferrari World in Abu Dhabi, we achieved the highest customer service scores in the UAE in our very first year. It was the quality of the service experience that we got right that saved us from having unhappy guests with rides that were shut down due to maintenance issues. Когда мы открыли этот парк Ferrari World, то мы получили одни из самых высоких оценок в мире. И несмотря даже на то, что у нас были такие поломки незначительные, все-таки посетители были счастливы и очень высоко оценивали наши услуги и качество обслуживания посетителей. It was the quality of the service experience delivered by our employees that guests remembered when they walked away from Ferrari World Abu Dhabi. This created great referrals, repeat visits, and most importantly, generated ticket sales. Качество обслуживания всегда мы ставили этот компонент как самый высокий и самый требуемый при подборе персонала. Потому что когда посетители уходили из нашего парка, они хотели сюда вернуться, и мы получали очень хорошие отзывы, и поэтому, конечно, когда они возвращались, мы получали доход и успех. The delivery of service excellence throughout the attractions industry has been spearheaded by companies such as Disney. A visit to one of the Disney properties will have you praising the cheerful, welcoming, and helpful employees. Качество обслуживания, конечно, устанавливает также и многие другие компании в качестве своего ориентира. Например, мировая компания Disney, компания развлекательных аттракционов и парков, очень установила высокие стандарты, и это, конечно же, позитивно влияет на всю индустрию, и остальные компании пытаются постоянно равняться на нее. What you remember when you walk away from the Disney attractions is, I had a great time there. This place is filled with such friendly and helpful people. And most importantly, you want to go back to experience it all over again. Когда вы уходите из такого парка развлечений, как Диснейленд, то вы думаете, я получил там хорошее впечатление, мне там понравилось, и я хочу обязательно сюда вернуться. Поэтому многие компании как раз ставят себе в пример политику этой компании Disney. We have Disney and now some of the other big brands to thank and blame for setting the service experience so high within the attractions industry. Now everyone that visits an attraction, no matter where you are in the world, expects the same level of quality service delivery. Такие компании, как Disney, установили настолько высокий уровень обслуживания, что теперь посетители по всему миру, приходя в любой парк, хотят получить именно это качество обслуживания. Они хотят видеть самые высокие стандарты. And yes, that even includes attractions in Moscow, the Ukraine, and other European regions too. И это включает в себя, конечно, и такие страны, как Россия, Украина, все страны СНГ, не только страны западного мира. So what does the guest expect when they visit an attraction? These are now universal guest expectations. They expect a clean and visually stimulating environment, and they're kept clean by your employees.
Так чего же все-таки ожидают гости, когда они приходят в парк развлечений? Ну, во-первых, это, конечно, позитивное и чистое окружение. И такое окружение должны, такую атмосферу дружественную должны поддерживать ваши сотрудники. What does the guest expect? A safe and well-maintained environment, enforced and managed by your employees. Также это окружение и атмосфера, в которой находятся гости, должна быть безопасной. И это также задача вашего персонала. And what do they expect? A friendly welcome, shared by your employees. Они хотят, чтобы ваши сотрудники относились ко всем посетителям с улыбкой, дружественно и дарили только самые хорошие впечатления. They expect a smile, they expect fun, and they expect enthusiastic people that are working at the facility. This is done by your employees. Они ожидают увидеть там только комплименты, сочувствие, помощь, улыбки, внимательность, чтобы получить только, опять же, такие хорошие впечатления. The guests expect to interact with helpful team members that will go out of their way to ensure the guest has a great time. Your employees are the ones who can do that. Конечно, это также помощь и советы от вашего персонала. Когда посетители нуждаются в чем-то, они должны понимать, что можно обратиться к персоналу и получить нормальные, хорошие рекомендации. And when things go wrong, they expect someone to make it right. Your employees are the only ones who can do that. Ну и, конечно, когда появляются некоторые проблемы, тоже лишь только ваши сотрудники способны их решить. So let's get serious right now. Successful attraction businesses recognize the importance and the role of the service experience that makes up and achieves their bottom line. Так что, наверное, самым важным компонентом успеха является качество обслуживания для того, чтобы получить успешный объект, который будет приносить доход. An exceptional service experience delivered by your employees makes you more money. Превосходное качество обслуживания, которое вы создаете на своем объекте, приносит вам большие деньги. The reality is, so many attraction businesses around the world, including Europe, just don't understand the importance that service makes to their bottom line. They don't take it seriously, they don't invest in their employees, they don't train their employees, they don't value their employees, they have no strategic plan for the way in which their service experience is to be delivered. Но, к сожалению, не все, конечно, руководители это понимают. В том числе очень много в Европе людей не вкладывают усилий и денег в тренировку, в подготовку персонала, в то, чтобы сотрудники понимали всю важность превосходного качества обслуживания. И тогда, конечно, начинаются проблемы. These businesses will never, ever achieve their fullest potential. Такие предприятия никогда не достигнут полностью своего потенциала. So what results does your attraction business want to achieve in terms of the delivery of service excellence? If you have an answer, brilliant, 5 gold stars to you. If you don't have a very clear answer to that question, then hopefully
That's why you're listening to this weirdly sounding Australian man being translated into Russian. Так чего же именно нужно попытаться добиться, когда мы хотим получить хорошее превосходное качество обслуживания? Нужно иметь четкий ответ на этот вопрос. Если у вас пока что нет этого ответа, то мы сейчас, конечно, попытаемся с вами его вместе найти. Think about your current attraction right now. If service excellence is being delivered by your team, what would you hear? What would you see? And what would the guests feel? Подумайте о о тех услугах, которые сейчас есть у вас на ваших развлекательных объектах. Если вы предоставляете только хорошее качество обслуживания, что вы услышите, что вы увидите, что будут чувствовать гости, какие отзывы вы получите? You would want to be hearing your employees welcoming guests, laughing with the guests, and offering verbal gestures of help for the guests. В первую очередь нужно ориентироваться на то, чтобы ваши сотрудники всегда взаимодействовали с посетителями, чтобы они слушали то, что говорят посетители, и общались с ними, и даже смеялись вместе, и поддерживали дружеские, хорошие отношения и хорошую атмосферу. You would want to be hearing your supervisor and management team coaching the employees, motivating the employees, and praising the employees. Ваша команда руководителей должна всегда контролировать ваших сотрудников, учить, обучать их и требовать от них только высшего уровня отдачи. You would want to be seeing the employees smiling, wearing their uniform and name badge with pride, enthusiastic and open body language, and bending down to communicate with the kids. Вы также захотите наверняка увидеть, что ваш персонал должен улыбаться, быть отзывчивым, с гордостью носить свое имя на униформе, также использовать язык жестов и, конечно, приветствовать гостей, посетителей всеми возможными способами. And what about the supervisor and management team? Well, you want to be seeing the supervisors and managers leading by example, picking up the rubbish, out there helping the employees and interacting with the guests. А руководители должны показывать пример вашим сотрудникам, все негативные какие-то аспекты убирать и, опять же, требовать только максимальной отдачи. And what would the guest feel? If all of this is happening, the guest is going to be loving their experience in your attraction. They're going to want to stay longer, they're going to want to spend more, and they're going to tell their friends and return again. Ну а как насчет посетителей? Если все это, тогда они захотят оставаться на более долгое время в вашем парке, тратить больше денег и, конечно, рассказывать своим друзьям о том, как они получили массу хороших впечатлений и воспоминаний именно в этом месте. When it comes to your facility delivering service excellence, I believe very strongly that your success depends on how well you have strategically planned for and designed the quality of the service experiences. This doesn't just happen. It requires your management and leadership team to get their act together in the following areas. Ну и от чего конкретно зависит ваше качество обслуживания? Конечно, у вас должна быть разработана хорошая стратегия и определенный план, как действовать. Ваши руководители, ваша команда менеджеров должна понимать прекрасно все эти факторы и использовать их для того, чтобы улучшать и развивать ваш бизнес.
Your leadership and management team needs to equip your employees with the following: service excellence guidelines, service recovery tools, skills training, and crafted steps of service. I'm going to explain all of these. Ну и ваши руководители, конечно, должны отлично проинформировать, это ключевой пункт, они должны проинформировать ваших сотрудников насчет следующих пунктов. Как сделать обслуживание максимально качественным, как уладить возникшие проблемы. Также они должны обучать персонал и объяснять все пошагово, все действия пошагово. Мы далее более детально рассмотрим данные пункты. I work for Management Resources and ProFund Management Group. We develop and consult on the management and operations of successful theme parks, water parks, and attractions. We strategically implement this service excellence system at all of our attractions. Господин МакГеог работает в компании Management Resources, которая создала определенный план по достижению высшего качества обслуживания. Сюда они включили много факторов, которые необходимы для того, чтобы все-таки поддерживать ваше качество обслуживания на самом высоком уровне. This service excellence system is designed to ensure management and leadership leave nothing to chance as the business strives to achieve a quality service excellence experience. And let me just say that every component of the service excellence model is just as equally important as the next component. Это руководство было разработано для того, чтобы ваша команда руководителей ничего не оставляла на долю случая, чтобы ситуация всегда находилась под контролем и чтобы они прекрасно понимали, что нужно сделать и каким образом это нужно сделать. So many attraction businesses just focus on one or two components and they fail in service delivery. And I'm going to give you an example. Don't think that you've identified a service flaw and that by throwing all the employees into a room for a day's customer service training, it will fix the problem. That's crazy. It might show how improved service for the next 6 weeks happens because of the training, but soon that training experience, it wears off and you're back to where you started with poor service delivery. Но, к сожалению, многие компании концентрируются только на одном-двух факторах, которые необходимы для успеха, и у них все-таки не получается достичь желаемых результатов. Я приведу маленький пример. Если вы сделаете курсы для обучения персонала и бросите туда всех сотрудников сразу, то, конечно, сначала будет какой-то позитивный эффект, может в течение следующих 6 недель, но после этого все-таки все забывается, и ваши сотрудники обратно ухудшат качество обслуживания. The service excellence guidelines are an important part of any service excellence system. These need to be planned out to clearly communicate behaviors that reinforce service excellence at your facility. Факторы качественного обслуживания очень важны для того, чтобы вести успешный бизнес. Необходимо все очень хорошо спланировать, и главное это то, чтобы сотрудники понимали, как вести себя в каждой ситуации. An example of a service behavior or guideline might be share the excitement. This is a behavior communicated to your employees that you want to see. So when the guest is excited about visiting your attraction, putting on their skates, winning the bowling game, seeing an animal in the zoo for the first time, or scared with excitement at getting on board your thrill ride, the employee needs to be excited with the guest.
Так вы хотите убедиться в том, чтобы чтобы ваши сотрудники делили радости и впечатления ваших посетителей, чтобы, например, когда они в первый раз идут играть в боулинг или первый раз увидели какое-нибудь интересное животное или все их маленькие победы и радости, чтобы ваши сотрудники также разделяли их радость и вместе вместе шли к новым впечатлениям. Service excellence guidelines or behaviors need to be trained, communicated, rewarded, and reinforced on the job. Конечно, нужно убедиться в том, что это руководство, оно воплощается в жизнь. Нужно тренировать, проводить тренинги, обучать ваш персонал и все контролировать, чтобы держать весь процесс под контролем. How frustrating it is when a guest has a problem and they bring it to the attention of the employee, and then the employee says, "Hold on a minute, sir, I'll just go get my manager." Например, хорошим примером того, как реализовать хорошее качество обслуживания, может быть следующая ситуация. При возникновении какой-либо проблемы нужно очень вежливо попросить подождать посетителя и сказать, что сотрудник должен сказать, что он позовет руководителя или менеджера для того, чтобы решить проблемную ситуацию. If this happens in your business right now, then you are failing to deliver a quality service excellence experience. Если все же таки это происходит, если ваш сотрудник говорит, что хочет позвать руководителя или менеджера, то, наверное, все-таки у вас есть какие-то проблемы, и вы не можете полностью контролировать процесс улучшения качества обслуживания. All the best international standard attraction businesses around the world empower their employees to deliver service recovery. Yes, that means the employee is given the power to manage the situation and to recover the service. In my opinion, this can be very challenging to old style of management. Тем не менее, по международным стандартам считается, что лучше давать возможность вашему сотруднику самостоятельно решать проблему. И если это происходит, если это возможно, то, конечно, вы будете лучше знать, как руководить, как правильно руководить своим персоналом и как создавать лучшее качество обслуживания. So when training your employees to deliver service recovery, they need to know that they need to indicate more than one possible strategy. They need to consider the incident, the value of the goods, the word of mouth, the goodwill, and the accountabilities that they have. They need to aim to exceed the guest expectations, and they have to consider wowing the guest. Так что, когда вы обучаете сотрудника справляться с такими проблемными ситуациями, они должны понимать, что они должны рассматривать проблему с многих сторон. Они должны оценивать ситуацию, также брать во внимание слухи или же хорошие отзывы, ответственности, все последствия, которые могут случиться после принятия определенного решения. Они должны попытаться превзойти ожидания гостей и, возможно, даже удивить посетителей своим решением в позитивном смысле. The very first service recovery tool that you should equip your employees with is a conflict management strategy. Your employees should be trained and confident in using this. And as I've listed there, a simple one is listen, empathize, apologize, solve,
and thank? Самым лучшим способом решения проблемы, конечно, является соблюдение стратегии, определенной стратегии, которая позволяет это сделать. Самыми лучшими советами в этом случае будут следующие 5 вещей. Сотрудник должен внимательно выслушать человека, сочувствовать, извиниться, решить проблему и поблагодарить в конце разговора человека. This conflict management strategy resolves the conflict and gives service recovery. When the employee listens first, they show active listening skills, and most guests are happy that they're being listened to. Данная стратегия почти всегда решает проблему, потому что посетитель рад, что сотрудник внимательно его слушает. Это самое лучшее, что может быть в данной ситуации. Сотрудник должен внимательно выслушать человека и попытаться ему помочь. For so many guests, when the employee shows empathy, when they put themselves in the guest's shoes and they show them they understand, that's all the guest wants, some empathy. Также очень важным пунктом является сочувствие, когда сотрудник пытается войти в ситуацию, в которую попал посетитель, и отнестись к ней с пониманием. And some guests want an apology. An apology, I'm sorry that you experienced that, or I'm sorry that happened to you. И некоторые посетители все же хотят услышать извинения. Например, извините, что вы попали в такую ситуацию, мы попытаемся ее решить. And some guests, well, they want a solution. And so your team members, your employees need to be trained to be able to give the right solution to recover the service experience. Итак, очень важно также найти решение выхода из ситуации. Посетители ожидают того, что ваш сотрудник сможет найти правильное решение, которое сможет все-таки восстановить позитивные переживания, позитивные ощущения для вашего посетителя. And then to complete the conflict management strategy, the employee needs to thank the guests, thank them for their patience, thank them for listening, thank them for bringing this to our attention, thank them for maybe their sense of humor. И после всего, конечно же, нужно поблагодарить посетителя за их терпение, за то, что они также внимательно выслушали вашего сотрудника и, возможно, даже за их чувство юмора. What sort of skills training should your employees and your managers be equipped with? Sean, go on, please, yeah. Okay, no problem. So the sorts of skills training that your employees should be equipped with is active listening skills, communicating empathy, expressing enthusiasm, basic conversational skills with guests, speaking first and last so that they leave a lasting impression with the guest. And of course, using the guest name whenever practical. And they can grab the guest name from a credit card or debit card or something like that. Ну, вы сейчас можете видеть на экране, возможно, одни из самых важнейших пунктов, по которым нужно все-таки попытаться обучить ваш персонал. Он должен внимательно слушать посетителей, должен обладать сочувствием и навыками коммуникации, проявлять интерес к посетителям, быть общительным. Также нужно начинать разговор и заканчивать разговор. И если это необходимо, обращаться к посетителям по имени. Это может быть возможным
узнать эту информацию можно в том числе и на входном билете или других средствах, где это указано. A successful attraction will equip their employees with steps of service. And what are steps of service? Well, they're the steps that the employee goes through whenever they have an interaction with a guest. And as listed on the page here, I'd like to suggest the following steps. That the employee first welcomes the guest with a smile, eye contact, friendly words, open body language. Secondly, that they listen to the guest with active listening skills, that they're physically nodding, they're asking questions, they're giving feedback to the guest. Thirdly, that they suggest, each interaction they suggest a product, a service, or a way to enhance the guest experience. And lastly, that they farewell the guest, that the employee leaves the parting words that show that they care about the guest experience. Сотрудники должны иметь четкое представление того, как они должны обращаться к клиентам. Для этого, возможно, необходимо дать им четкие руководства, как они должны себя вести, и это можно разбить на некоторый такой пошаговый процесс. Например, сначала идет приветствие, сюда входит как язык тела, так язык жестов, так и вербальная коммуникация. Также ваш персонал должен активно слушать, активно выслушать все проблемы или все пожелания ваших посетителей. Далее нужно предложить или же помощь или некоторые советы, как посетители могут улучшить свое времяпрепровождение в вашем парке. И напоследок ваш сотрудник должен вежливо попрощаться и использовать для этого хорошие эмоции и, как было указано выше, определенные тактики и стратегии. At Management Resources, we equip attractions that we partner with the important concept of triggers. What is a trigger? Well, a trigger is a visual, a verbal, or an incident-related cue that triggers a predetermined response from attraction team members. And that contributes towards creating a vibrant and interactive, a fun and electric atmosphere. Ваш персонал должен делать все необходимое для того, чтобы попытаться создать хорошую атмосферу. Он должен воспользоваться должен сделать все необходимое и использовать все визуальные, вербальные или случайные действия или же сигналы для того, чтобы посетители чувствовали себя уютно и им нравилось то, что они видят и то, что они слышат. If you're confused, then wait a moment, because on the next slide I'll give you some very simple examples. Если все же вы не имеете четкого представления, как это сделать, то давайте, возможно, рассмотрим хороший пример. So what you have on this slide here is some examples of triggers. And the first two pictures are taken from Disney. You know, if you go to Disneyland or one of the Disney parks and you mention it's your birthday, or you mention it's your anniversary, or you mention that it's your first visit, the employees give you a badge that you proudly wear. And you wear that badge. And what that does is it triggers a conversation with all of the employees that you interact with throughout the whole park. So as you go around, each of the employees, they're able to say, happy birthday. Oh, it's your birthday. You can have the front of the ride.
or they're able to say, you know, something in relation to your badge. And this is a wonderful way to engage and to have friendly guest service happening. Такие примеры вы можете видеть сейчас на экране. Например, вот некоторые картинки из парка Диснейленд. Там у них есть очень хорошая политика. Например, когда посетитель говорит, что у него в этот день рождения, или какая-нибудь годовщина, или это первый раз, когда он приехал в этот парк, ему дают определенную соответствующий значок. И все сотрудники, которые его видят, конечно же, начинают разговор, поздравляют его с этим, и это очень улучшает впечатление посетителя и приносит только позитивный результат. Another example of a trigger is a flash mob, and I like to teach this wherever I am training. And currently in Sydney at the Wet and Wild Park, they open tomorrow, their first day they open to the public. Well, 15 minutes before they open the front gates, all of the team members will go down to the front gate, and when a piece of music is played, everyone on the team, every employee will break out into dance and dance a recited flash mob in front of all the guests. Now, what this does for the guest that is watching, well, the guests, they smile, they laugh, they point, they talk about it. And soon enough, they tell all their friends to come and watch the flash mob. Также очень полезным может быть следующий способ. Можно устроить флешмоб с участием ваших сотрудников. Например, в одном парке была следующая ситуация. За 15 минут до открытия парка все сотрудники собрались перед главным входом и начали танцевать. Ну, что это дало посетителям? Конечно, люди начали улыбаться, смеяться, и потом они рассказывали своим друзьям о том, как они получили только хорошее впечатление от этого. Your facility needs to develop its own appropriate triggers that generate a fun response and a fun atmosphere. This is service excellence by design. Ваша компания должна самостоятельно придумать такие действия, что для того, чтобы отличаться от своих конкурентов, и такие действия будут называться как бы вашими личными собственными действиями, и они будут помогать создавать ваш собственный имидж. What does leadership do to manage for service excellence? Well, they coach. That means they are out there with the employees, coaching them on the job on how to continually improve in the delivery of service excellence. This is challenging as it requires the managers to step away from their comfortable chairs and from behind their desks and their offices and get out there on the floor with the employees. Ну и как руководство вашей компании с хорошими лидерскими качествами может улучшить качество обслуживания? Ну, они должны быть вместе с вашими сотрудниками. В первую очередь они должны там присутствовать, они должны встать из-за своего комфортного, удобного стола и пойти к сотрудникам для того, чтобы показывать им живой пример. Research shows that people form an impression of another person within the first 5 seconds of meeting them. So let's prove that. On the next slide, we will view the image, and I want you to register the impression of that person. Одно исследование показало, что впечатление о другом человеке у нас складывается в течение первых 5 секунд встречи. И это на самом деле можно доказать. На следующем слайде я хочу, чтобы вы подумали, какое впечатление
складывается у человека на картинке. What are your first impressions of this employee? Will they be helpful? Are they approachable? Are they confident and safety focused? Do you trust their product knowledge? Какое первое впечатление у вас складывается о таком человеке? Можно ли обратиться к нему за помощью? Можно ли ему доверять? Может ли он корректно сказать вам свои советы и посоветовать решить вашу проблему? This is the power of first impressions. You need coach your team members to give great first impressions. Let's try this one more time with the next image. Вот в этом и состоит вся сила первого впечатления. Ваши сотрудники должны показывать очень хорошее первое впечатление. И давайте еще раз проверим эту теорию на следующем слайде. What are your first impressions of this employee? Will they be helpful? Are they approachable? Are they confident and safety focused? Do you trust their product knowledge? This is the power of first impressions. Каково теперь ваше первое впечатление об этом сотруднике? Можно ли к нему обратиться за помощью? Можно ли ему доверять? Можно ли обратиться с какой-либо проблемой для ее решения? И насколько отличается уже результат от того, что мы видели ранее? Successful attraction businesses have a defined process they follow when coaching their employees for improved service excellence delivery. This is one sample that I created and use with attractions. Every time we use this coaching approach, it helps improve the service excellence scores dramatically. The secret lies in defining the behaviors you want to see your employees repeating in every guest interaction. The process holds managers and employees accountable. Так что же нужно сделать для того, чтобы ваш бизнес был успешным? Конечно же, нужно разработать определенные правила и стратегии обучения сотрудников. И когда у вас будет определенное руководство, вы сможете сильно улучшить оценку качества, которые вам дают другие люди, в том числе и посетители. Вот это образец от компании Management Resources, который они используют для ведения своего бизнеса. В нем говорится о том, что нужно тренировать обучать не только ваш персонал, но также и руководство, и менеджмент вашей компании. The daily brief process is critical to service excellence success. That's the morning briefing or meeting. Why have a daily brief? Well, it informs the employee, it energizes the employee, it motivates the employee, it coaches the employee, and it focuses the employee and says to the employee, I and we as a management team value you and your work. Очень важно проводить постоянно оперативные совещания, так называемые планерки по утрам, на которых можно сообщить персоналу необходимую информацию, на которых можно их вдохновить, мотивировать, обучить, ориентировать на необходимые цели и, конечно же, оценить их работу и рассказать об их правильных и неправильных действиях. So many management teams say they do the morning brief with their employees, but they don't really motivate, they don't really communicate, they don't really coach, and they don't focus the team successfully for the day's operations. I like to implement a daily brief template as seen here on this page to guarantee all the important points of a good daily brief do take place every meeting. Но много руководителей пренебрегают этим, и, к сожалению,
не используют всех преимуществ оперативных совещаний. Все же нужно разработать определенную схему, по которой мы будем освещать только нужные пункты и рассказывать нашим сотрудникам именно то, что они должны знать для успешного качества обслуживания. What does leadership do to manage for service excellence? Well, they praise. Research shows that when employees feel valued in their workplace, that they work harder, they become more resilient, and they perform better. Также существенно помогает улучшить качество обслуживания оценка персонала, когда ваше руководство сообщает им о том, что нужно сделать, и тогда и оценивает их работу, и сотрудники, соответственно, начинают работать лучше и показывать лучшие результаты. Around the world, throughout the attractions industry, the world's best attractions have strategic mechanisms that they've developed to help their management team praise their employees. What's on the slide now is a typical example of one such tool that we would implement and train the management team to use. По всему миру руководители используют определенные стратегии, которые необходимо иметь для того, чтобы стать лучшим в своем секторе. Поэтому нужно, конечно, разработать определенные инструменты даже, которые помогут сотрудникам улучшить качество обслуживания. The world's leading theme parks and attractions now link praise to the chance to receive gifts and prizes. What's on the screen now is a typical prize wheel I work with employees after being praised in the workplace. Также вот вы можете видеть на экране данный инструмент, когда сотрудники могут получать определенные подарки или же, можно сказать, хорошие отзывы, в том числе и от посетителей, ради которых они стараются работать лучше, и это, конечно, только помогает вашему бизнесу. And the next slide actually has details if you want to look into that on your own to see how that sort of process works. Ну и на этом слайде есть некоторые детали того, как тоже получить от этого преимущество, но, к сожалению, у нас, наверное, нет достаточно времени для того, чтобы детально это рассмотреть. What does leadership do to manage for service excellence? They measure. Также очень важно, чтобы руководство с хорошими лидерскими качествами проверяло ваших сотрудников. Проверка очень важный компонент. What gets measured gets results. So what do successful attractions measure when it comes to improving the delivery of service excellence? Well, they measure results, sales, dollars, and they communicate those results to the employees. Employees then take ownership with those results and start to set higher goals. Очень важно проверять результаты, которые вы получаете, потому что когда ваши сотрудники также знают результаты, когда у них есть четкое представление, они начинают работать лучше, они пытаются улучшить результаты для того, чтобы их заметили. Good attraction businesses engage and measure mystery shopper programs. What better way to see and communicate how you're improving than if you have outside people giving you feedback? Также одни из лучших развлекательных компаний используют метод, который называется тайный покупатель, когда сотрудники даже не имеют представления о том, что их сейчас в данный момент проверяют.
проверяют. И это, конечно, тоже помогает стать более успешным. And good attraction businesses get guest feedback. They solicit it, they compile it, they communicate it, and they use it to set strategic plans. Также очень популярно использовать гостевые отзывы. Когда их набирается определенное количество, они все собираются и создается определенная стратегия того, как нужно работать дальше и улучшать качество обслуживания. And team members must be given opportunities to input and suggest how to improve the delivery of service excellence. Также ваши сотрудники должны иметь возможность самостоятельно улучшать ситуацию, вносить определенные предложения и брать на себя инициативу. Wherever I work, I implement a service excellence accountability conference. Simply put, it's a regular monthly meeting that all managers must attend. They present their service excellence results. They communicate the strategies that they'll apply over the next month to improve service excellence. And this holds everyone accountable for service. Где бы ни работал господин МакГеог, он всегда делает определенное собрание. Это ежемесячные собрания по контролю качества обслуживания, на которых все узнают о текущих результатах, все общаются и планируют, как работать дальше. So in summary, what does management do to manage for service excellence? Well, they equip their managers and employees. They coach their employees. They praise their employees, and they measure and communicate the results. Так что подведем итоги. Как же все-таки руководство улучшает качество обслуживания в своем развлекательном объекте? Они информируют свой персонал, они обучают его, делают тренинги, они оценивают и проверяют персонал для того, чтобы создать лучшую коммуникацию и улучшить качество обслуживания и ситуацию в целом. If you're interested in following up with me on service excellence, then on the next two slides, I've left some information in regards to our business and how we deliver service excellence. Также, если вы заинтересованы в сотрудничестве с мистером МакГеогом, вы можете обратиться к нему и через некоторые контакты и пообщаться с ним по поводу узнать лучше и более детально об этой индустрии. So enough talking from me. I hope I've given you some food for thought. I'm open now to accept any questions you may have. Спасибо за ваше внимание. Теперь перейдем к вопросам, и я надеюсь, что у вас возникли некоторые вопросы. Вы можете их мне задать, я попытаюсь дать конкретные ответы. Большое спасибо вам, Шон, за ваш интересный доклад. Спасибо слушателям за огромное количество вопросов, которые вы прислали нам. Но, к сожалению, мы практически исчерпали время нашего вебинара, поэтому мы выделили самые интересные вопросы, и сейчас я вам их озвучу. Итак, Шон, внимание! Как побороть нежелание сотрудников выкладываться каждый день на все 100%? So, Sean, thank you very much for your presentation. We have a lot of questions, but unfortunately, we don't have enough time to see them all. So we will present you just some of the most interesting. So the first question is, what does one have to do if the personnel fails to, or if the personnel doesn't want to do its best for 100%? How do you cope with that? Look, every business needs to understand that if you have a bowl of fruit and in the bowl of fruit you have a bad rotting apple, what you need to do is you need to take that bad rotting apple out of the fruit, or else the whole bowl will go off. So in a business such as an attraction,
You also have to have the same methodology. You have to coach your employees very clearly about your expectations. And those employees that are not coming round and not coming on board, well, eventually you have to use the performance management process to remove them from the rest of the group. And that may mean sometimes that you have to ask them to leave. Ну, все прекрасно знают такую пословицу, что ложка дегтя может испортить бочку меда. Поэтому такой же подход, к сожалению, нужно использовать и в индустрии развлечений. Если какой-то из ваших компонентов не работает, нужно это исправлять. Если ваш сотрудник не выполняет ваши требования по поводу улучшения качества обслуживания и не выполняет тех рекомендаций, которые вы предоставляете, нужно, к сожалению, его, возможно, попросить уйти, ну или уволить. Спасибо. Скажите, что все-таки лучше, приглашать на работу персонал с опытом работы в данной сфере или брать все-таки человека без опыта и обучать его, так сказать, под себя? Okay, thank you very much for your answer. So the next question is it better to employ an experienced personnel or the one that lacks experience, but you could train them further for your own requirements? That's a very good question. Look, when you are in the attractions business, you have your frontline employees or your entry-level employees. My recommendation is there, whenever you're recruiting, that you recruit for certain qualities and don't ever compromise on those qualities. Recruit for people that have a genuine, natural smile. Recruit for people that are confident in their relations with the guests. Recruit for people that are going to be safety focused. Recruit for people that appear friendly. You know, if you don't recruit from the very beginning with those natural qualities, you cannot teach them those qualities. So once you've got the natural qualities recruited for, then you can teach the other skills. So no, you don't have to recruit for experience. Again, a higher level job, sure, recruit for experience, but an entry level job, recruit for qualities. Ну, спасибо, это очень хороший вопрос. Если вы берете на работу человека, который должен исполнять какие-то начальные требования, нужно смотреть только на личностные качества. Здесь опыт не так уж и важен. Нужно смотреть, насколько человек улыбается, насколько он уверен в общении с посетителями, знает ли он о мерах безопасности, насколько он дружелюбен. Конечно, если вы берете на работу человека, который должен исполнять какие-то ответственные функции, это уже высокая позиция, конечно, вам нужен человек, у которого есть опыт. Но если это начальная ступень работы, он не должен обладать каким-то опытом в данной индустрии. Шон, спасибо за ответ. И еще один вопрос от наших слушателей. Исходя из вашего опыта, какая мотивация самая эффективная для сотрудника? Sean, thank you very much. Thank you very much for your answer. And one more question is, from your own experience, what could be considered as the best motivation for your employees? From my experience in all of the attractions I've worked in all of the big parks, in all of the zoos, the aquariums, the family entertainment centers, the theme parks, what seems to be the most effective motivator, the thing that inspires employees, is personal recognition. When their manager actually comes up to them and says, well done, the way that you actually delivered that, managed that guest, the way that you gave them great eye contact, the way that you had patience with that guest or you smiled, that made a difference. It's the personal recognition from their leader, from their manager,
that really impacts on the employee and keeps them motivated. Because after all, we just want to impress our boss. Ну, исходя из моего личного опыта, я работал в больших парках, в океанариумах, в зоопарках и в большинстве очень крупных объектов. Я могу сказать, что самая лучшая мотивация для сотрудника – это все же персональное поощрение, когда руководитель подходит и говорит: хорошая работа, спасибо за улыбку, спасибо за отдачу, спасибо за ваше старание. Это, конечно, очень мотивирует сотрудника, ведь в конце концов мы все работаем для того, чтобы произвести впечатление на нашего руководителя. Что ж, мы благодарим за выступление Шона МакГеога. Надеемся увидеть и Шона, и вас, наши дорогие слушатели, на ежегодной международной выставке конференции ЯПА. Она состоится уже в феврале следующего года в Москве. Также не пропустите завтра в 12 часов по московскому времени пройдет завершающий день нашего вебинар-марафона. Мы встретимся с Дэниелом Эйлвардом из США. Он выступит с темой «Факторы, которые необходимо учитывать при создании и управлении тематическим парком». Будет очень интересно, поэтому следите за обновлениями на сайтах ЯПА и «Новая парковая культура». Оставайтесь в курсе всех событий мира развлекательного бизнеса.